Добрый день, дорогие подписчики! Рецепт самого вкусного на свете бородинского хлеба сегодня только у меня на моем канале. Ну вот с этой банальной фразы начинается на YouTube любое видео о том, как испечь бородинский хлеб. Вопрос, кому верить и по чьему рецепту печь бородинский хлеб. Ну, поскольку этот рецепт, который я буду показывать, он не для начинающих, то вопрос выбора отпадает, и печь начинающий хлебопек по этому рецепту все равно не будет или даже не сможет. Поэтому рецепт сегодня не для начинающих, а для тех, кто хочет повысить качество своего бородинского хлеба. Рецепт я буду проговаривать на 1600 грамм муки, 2 буханки бородинского в форме L6. Ну а в описании к видео вы найдете и эту рецептуру в текстовой форме, и рецепт на 1 килограмм муки. На заварку 140 грамм обойной ржаной муки, 80 грамм ржаного ферментированного солода и 8 грамм молотого кориандра заливаем в несколько приемов 960 миллилитрами кипятка и хорошо перемешиваем. Добавляем еще 260 грамм ржаной обойной или цельнозерновой муки в качестве катализатора процесса осахаривания и перемешиваем до однородного состояния. Время осахаривания 4,5-5 часов при температуре 63-65 градусов Цельсия, технология по Плотникову и Колесникову. Заварку остужаем до температуры примерно 52-53 градуса Цельсия и добавляем 80 грамм термофильного стартера. Что такое термофильный стартер, как его получить? Вся эта информация находится в описании к этому видео. Итак, хлеб готовится на термофильной закваске. По ГОСТу такого хлеба не существует. Бородинский хлеб готовится только на КМКЗ по ГОСТу или на традиционной закваске. Поэтому рецептура, представленная вам сейчас, это рецептура моя. Немного слов о доверии, почему стоит вообще мне доверять, когда я говорю, что вот по этой моей рецептуре получится самый вкусный на свете бородинский хлеб. Ну, во-первых, у меня на канале уже 7 рецептов бородинского хлеба, это будет 8-й. Пеку бородинский я примерно 5-6 раз в году, где-то еще около 6 рецептур вы просто никогда не увидите, потому что ничего там интересного не получилось. И вот сейчас то, что я представляю вам, это уже 3-й или 4-й подход у меня к бородинскому на термофильной закваске. Я был не очень доволен версиями предыдущими, и поэтому стремился все сделать так, чтобы не было никаких изъянов. Итак, оставляем термофильную закваску на 18 часов при температуре 50 градусов Цельсия. После 18-часового заквашивания термофильная закваска имеет приятный аромат, ну это слабо сказано приятный, и кисловато-сладковатый вкус. С каждой новой стадии аромат будет усиливаться, ну а пока остужаем термофильную закваску до температуры 33 градуса Цельсия. После остывания термофильная закваска подвергается мезофильному брожению. Сбраживается она при помощи спелого теста, кусочек весом в 160 грамм. Как приготовить спелое тесто, опять же, читаем в описании к видео. Приготовить его можно на КМКЗ, а можно на традиционной закваске. Дополнительно 3,2 грамма хлебопекарных дрожжей и 16 мл теплой воды. После чего все хорошо перемешиваем до однородного состояния.
Температура брожения жидкой опары составляет 30 градусов Цельсия, а время брожения 2,5 часа. Вот, кстати, очень удобно накрывать посуду для брожения при помощи шапочки для душа. За 2,5 часа жидкая опара поднимется, станет пахнуть еще ароматнее, и к ней добавляем 528 грамм ржаной, обойной, ну или цельнозерновой муки. После чего замешиваем густую опару. Чтобы задать начальную температуру опары, которая должна быть 29 градусов Цельсия, муку желательно перед добавлением подогреть. На данный момент в густой опаре будет сброшено 70% от веса муки на выпечку, и такая технология позволяет нам подвергнуть муку более длительному гидролизу, чем рецепт без густой опары, что приведет к улучшению ароматических свойств готового хлеба. Итак, температура 29 градусов Цельсия, время брожения от 1,5 часов до 1 часа 45 минут. Ну что ж, дорогие коллеги, кто знает, как пахнет опара от обычного бородинского хлеба, будет тут очень-очень удивлен, потому что вы получите, такой восхитительный аромат, какого я еще никогда от бородинской опары не слышал. Соль от 14 до 22 грамм, 96 грамм сахара, патока 64 грамма, плюс 32 миллилитра горячей воды, чтобы растворить патоку. Все хорошо перемешиваем. В случае замены патоки на солодовый экстракт, солодового экстракта надо взять 51 грамм. Мука ржаная обойная 240 грамм, мука пшеничная второго сорта тоже 240 грамм, и замешиваем тесто. Как приготовить муку второго сорта из пшеничной высшего сорта и цельнозерновой, читаем по ссылке под видео. Влажность теста около 71%. Такое тесто подойдет на выпечку и подового хлеба, а вот для формового надо сюда будет добавить еще немного воды. Вот такая должна быть консистенция теста. Замеряем температуру. Температура брожения теста должна быть 30 градусов Цельсия. Ну а время брожения теста составляет 1 час 15 минут. Температуру создаем, например, в духовке, включая лампочку или на некоторое время подогрев. Очень часто в комментариях к бородинскому хлебу мне пишут, что лучше убиться об стену, чем потратить столько времени на выпечку бородинского. Ну так не пеките, покупайте в магазине, никто вас его печь на этом канале не заставляет. Раскладываем тесто по формам, 1460 грамм примерно на форму, и подсыпаем сверху кориандром. Количество кориандра в тесте составляет 0,5% от веса муки на выпечку. По ГОСТу в тесто идет 0,3%, на посыпку 0,2%. Здесь количество кориандра в тесто увеличено сознательно для улучшения аромата готового продукта, выпеченного на термофильной закваске. Время окончательной расстойки около 40 минут. Увлажняем верхнюю поверхность и выпекаем 10 минут при температуре 250-260 градусов Цельсия, после чего допекаем 50 минут при температуре 200 градусов Цельсия. За 2-3 минуты до выемки хлеба из печи верхняя поверхность должна быть увлажнена для придания ей глянца, после чего допекаем 2 минуты в духовке и достаем хлеб из форм, кладем его на решетку и остужаем до полного остывания. После чего желательно, чтобы хлеб созрел еще в течение примерно 8 часов перед тем, как мы его разрежем.
Ну что ж, дорогие коллеги, готов поспорить, что такого аромата, как у этой версии бородинского хлеба, вы еще ни разу в своей жизни не получали и не пробовали. Мякиш при нарезке на ноже не остается, хлеб технически грамотный, аромат восхитительный. Это как сравнивать дорогой коньяк и дешевый, как сравнивать дорогое вино и дешевое. Кто будет перепечатывать рецепт у себя в блогах или перепекать хлеб по этому рецепту в своих мини-пекарнях, пожалуйста, не забывайте хотя бы давать оригинальное название этому хлебу. Ну а я на этом с вами прощаюсь, желаю успехов в повторении, удачи вам и до следующего раза.